Всем привет! Сегодня готовим особенную горячую закуску. Фаршированные грибы портабелло. Это разновидность шампиньона, вот такие крупные грибочки, хотя какие-то грибочки, это настоящие грибные гиганты. И сегодня я покажу вам, как нафаршировать их так вкусно, чтобы все просили добавки, были в полном восторге. Кстати, эти грибы можно спокойно заменить на крупные шампиньоны, поэтому я думаю, что этот рецепт вам очень пригодится. Наш ингредиент — это чудесные мясистые грибы портабелло, тертый сыр, жирная сметана, из приправ сушеный молотый чеснок и мускатный орех. Еще нам понадобится сливочное масло, плавленый сырок, зелень укропа, молотые грецкие орехи и куриный фарш. Посмотрите на этого красавца-гиганта. Шапка грибов портабелло полностью раскрыта, вследствие чего из них испаряется больше влаги, поэтому сама структура таких грибов более плотная и более мясистая. Как и другие грибы, они достаточно калорийные, очень насыщенные. Их еще называют иногда мясом вегетарианцев, потому что такие грибочки содержат большое количество белка и в диаметре могут достигать до 15 сантиметров. Почистить грибы портабелло не составит ни малейшего труда, они чистятся очень быстро и легко, даже намного быстрее, чем обычные шампиньоны. Вот так просто поддеваю и снимаю кожицу. Очень просто. После этого, после того, как гриб полностью очищен, его нужно еще хорошо промыть под проточной водой. Вот так, собственно, выглядят очищенные промытые грибочки. Они уже продавались без ножки. В принципе, можно взять ложку и достать мякоть, превратить их в грибные блюдца, затем начинять фаршем, но я этого делать не буду, потому что площадь достаточно широкая, и мы будем выкладывать фарш вот сюда, прямо сверху. До того, как приготовить начинку, я обычно беру противень, застилаю пергаментом, смазываю его растительным маслом и выкладываю сюда наши чудесные грибочки шляпками вниз. Наполним грибочки очень вкусной начинкой из куриного фарша с зеленью. Советую использовать для этого рецепта именно мясо куриных бедрышек и голени, чтобы начинка была на самом деле очень сочная и вкусная. Но если вы хотите, чтобы закуска получилась более диетическая, можете использовать мясо куриной грудки и превратить его в фарш. Наливаем немного масла на разогретую сковороду. На пару с растительным маслом добавлю еще и сливочное, потому что грибы его очень любят. Когда ставлю сверху на гриб сливочное масло, добавляю в начинку или непосредственно на сливочном масле я ее обжариваю. Отправляем сюда фарш. Обжариваем фарш, постоянно его вот так вот помешиваем. Я использую фарш из куриных бедрышек и голени, чтобы начинка получилась просто мега сочная и вкусная. Вода уже выпарилась, фарш начинает хорошо обжариваться, местами даже подрумянился. В этот момент я отправлю сюда 2-3 столовые ложки жирной густой сметаны. Если вы не употребляете жирную сметану, можете спокойно заменить ее на греческий йогурт или на сметану хотя бы 10% жирности. Только перед тем, как отправить ее в сковороду, заранее разбавьте с 1 чайной ложкой муки. После этого отправляйте к остальным ингредиентам, только благодаря этому начинка получится в меру густая и не слишком жидкая. Приправляю фарш по вкусу, добавляю 1,5 чайной ложки сушеного молотого чеснока и чайную ложку мускатного ореха. Мускатный орех придаст чуть сладковатый, теплый, ореховый аромат и вкус нашей фирменной начинки. В принципе, все готово, осталось только посолить начинку по вкусу. Теперь нужно немного подождать, чтобы начинка остыла. После этого добавим зелень укропа, молотые грецкие орехи и плавленый сырок. Вместо укропа можете спокойно использовать петрушку. В любом случае получится очень вкусно. Добавлю 3 столовые ложки молотых грецких орехов. Я заранее измельчила их в комбайне. С орехами начинка намного вкуснее. Плавленый сырок, чтобы он лучше смешался, лучше нарезать на небольшие кубики. И еще добавим сюда укропчик.
Примерно вот так. Затем все хорошо перемешаем. Я очень люблю начинки с плавленными сырками, добавляю плавленые сырки, например, в начинку для фаршированных кальмаров, получается очень вкусное блюдо, оставлю вам рецепт в описании под видео, обязательно пройдите, посмотрите и прокомментируйте. На вкус портобелло точно как шампиньоны, но со сливочным маслом вкус гриба становится более сочным и особенным, поэтому укладываем по одному или по два кусочка масла в каждый грибочек, прежде чем отправить сюда начинку. Тертый сырочек посыпаем сверху на каждый грибочек. Отправляем грибы в духовку запекаться на 15-20 минут при температуре 180-200 градусов. Это одни из самых вкусных грибов, которые источают шикарный аромат во время выпекания. Буквально секунду назад я достала их из духовки. Во время выпекания они выделяют достаточно много сока, но при этом остаются сочными, очень вкусными внутри. Они достаточно сытные. Посмотрите, одна шапка гриба с начинкой – это фактически одна сытная порция. Вот такое чудесное блюдо у нас получилось. Начинка супер, классная, грибочки очень вкусные, ни разу не пожалела, что я их купила и приготовила. Я воспринимаю их как полноценное блюдо, не просто как закуску, потому что они настолько сытные и вкусные. Попробуйте приготовить, приготовьте с этой начинкой и обычные шампиньоны, и портобелло. Сравните и напишите ваши впечатления в комментариях, мне будет очень интересно узнать, что вам понравилось больше. В дальнейшем я буду покупать эти грибы и фаршировать их разными начинками, потому что это на самом деле очень вкусно. Друзья, спасибо за просмотр, за подписку на канал, ставьте оценочки этим чудесным фаршированным грибам, пишите комментарии, увидимся очень скоро с новыми рецептами. Пока-пока!